Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на мой канал, на канал The Handmade. Это вторая часть видео мастер-класса по вязанию вот такой вот собачки Сибуину Лала Фанфан. Вяжем ножки, туловище и голову одной деталью. Начнем с ножек. Берем плюшевую пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2 и 6. По желанию следующий ряд можно отметить маркером. Я пока этого делать не буду, пока продолжаю вязать так. Следующий ряд у нас второй. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Провязываем такую комбинацию до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 9. Провязали. Теперь я отмечу новый ряд маркером. Следующий ряд у нас третий, и в этом ряду вяжем такую комбинацию: 2 столбика без накида, 1, 2 плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 3 ряда с 4 по 6 включительно вяжем без изменения. В каждом ряду по 12 столбиков без накида. Провязали, петлю слегка вытягиваем, ниточку рабочую отрезаем. Я этого делать не буду, так как это у меня вторая ножка. Вот она, первая ножка. По второй ножке продолжаем вязание. Маркер второй ножки — это и будет у нас дальше отметка нового ряда. Итак, по второй ножке вяжем 7 ряд. Вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 6. Далее вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Берем первую ножку, надеваем на крючок петлю, подтягиваем и эти петельки продеваем сквозь друг друга. Далее вяжем получается по первой ножке 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 11, 12. Далее будем вязать по цепочке. Для начала заведем крючок в месте соединения цепочки с ножкой, протягиваем рабочую нить, далее подхватываем стеночку петли, так, 1, 2, 3, 4, 5, да, петли, которая идет по цепочке. Подхватили стеночку, протягиваем рабочую нить. На крючке у нас 3 петли, провязываем мы их вместе. Далее вяжем по цепочке столбик без накида. Это получается у нас по цепочке второй столбик без накида. Далее вяжем по цепочке третий столбик без накида, четвертый и пятый. Подхватываем стеночку петли, протягиваем рабочую нить, далее заводим крючок в месте соединения цепочки с ножкой, протягиваем рабочую нить. На крючке у нас 3 петли, провязываем мы их вместе. Это мы делаем для того, чтобы при наполнении игрушки наполнителем в этих местах не образовались дырочки. Далее вяжем по ножке 6 столбиков без накида до конца ряда.
Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд у нас 8. Вяжем 6 столбиков без накида. 2, 5 и 6. Далее вяжем 5 столбиков без накида по цепочке за стеночки петель, которые у нас остались пока не задействованными в вязании. Итак, первый столбик без накида по цепочке. Подхватываем вторую стеночку петли, второй петли. Второй столбик без накида провязали. Третий. Четвертый. И пятый столбик без накида. Далее по ножке вяжем 9 столбиков без накида. 2, 3 и 9. Далее вяжем одну прибавку, провязываем в одну петлю 2 столбика без накида. Далее вяжем 9 столбиков без накида. 1, 2, 9. Вяжем одну прибавку. И до конца ряда вяжем 3 столбика без накида. Провязали, новый ряд отметили. В этом ряду у нас должно получиться 36 петель. Следующие 3 ряда с 9 ряда по 11 включительно вяжем без изменения. В каждом ряду по 36 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд у нас 12. В этом ряду мы будем ввязывать хвостик. Для начала провяжем 26 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 25 и 26. Берем хвостик, прикладываем к туловищу и провязываем вместе с туловищем 2 столбиками без накида. И до конца ряда вяжем еще 8 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Далее провяжем еще 6 рядов без изменения. В каждом ряду по 36 столбиков без накида. Это получается у нас с 13 ряда по 18 включительно. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 19. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 4 столбика без накида, 3, 4 плюс 1 убавка. Так мы повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 30. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 20. В этом ряду вяжем так: 3 столбика без накида, 3 плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, новый ряд отметили. Вытянем слегка петлю и на этом этапе наполним игрушку наполнителем. Наполняем достаточно плотно, но в то же время соблюдаем меру, чтобы игрушка у нас не получилась каменной и тяжелой. Продолжаем наше вязание. Следующий ряд 21. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 2 столбика без накида плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда.
Итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 22. В этом ряду будем ввязывать ручки. Для начала провяжем 1 столбик без накида. Далее возьмем ручку, прикладываем к туловищу и провяжем вместе с туловищем 3 столбиками без накида. Первый столбик без накида, второй и третий. Далее по туловищу вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2 и 6 столбик без накида. Берем вторую ручку, прикладываем к туловищу и также провязываем вместе с туловищем 3 столбиками без накида. И до конца ряда вяжем еще 5 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 23. В этом ряду вяжем 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 24. Его мы вяжем без изменения, 12 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили, я еще немного наполнила игрушку наполнителем. Следующий ряд 25. В этом ряду вяжем 12 прибавок подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. Итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 26. В этом ряду вяжем 24 прибавки подряд. Итоговое количество петель у нас должно получиться 48. Провязали, новый ряд отметили, следующие 10 рядов с 27 ряда по 36 включительно вяжем без изменения. В каждом ряду по 48 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 37, и в этом ряду будем ввязывать ушки. Для начала провяжем 6 столбиков без накида. В этом ряду мы еще сделаем 6 убавочек. Итак, 3, 4, 5, 6. Делаем первую убавку, провязываем 2 петли вместе за передние стенки. Далее вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Берем одно ушко и прикладываем нижним краем к голове игрушки. То есть мы сейчас вяжем 2 петли на ушке на этом крае, вот таким вот образом. И потом еще через несколько рядов вот этот вот край тоже, тут 2 петельки подхватим и вяжем. И вот так у нас ушко поднимется. Это получается макушка ушка. Итак, подхватываем петлю на ушке, петлю на голове игрушки и вяжем столбик без накида. Подхватываем крайнюю петлю на ушке, петлю на голове игрушки
вяжем столбик без накида. По голове игрушки вяжем столбик без накида. Далее делаем одну убавку. Теперь 2 раза повторим такую комбинацию. 6 столбиков без накида. 2, 3, 6 плюс 1 убавка. Итак, повторим еще один раз такую комбинацию. Далее вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Берем второе ушко, также прикладываем нижним краем и теперь подхватываем 2 петелечки с этого края. Вот это вот у нас верхушка ушка. Вот так вот. Подхватили петлю крайнюю на ушке, петлю на голове игрушки. Я, по-моему, не подхватила. И вяжем столбик без накида. Подхватываем вторую петлю от края на ушке. На голове игрушки мы делаем убавку, то есть подхватываем 2 петли вместе за передние стеночки и через все это протягиваем рабочую нить и все это провязываем. Далее до конца ряда нам нужно будет провязать еще раз комбинацию 6 столбиков без накида плюс 1 убавка. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 42. Следующий ряд у нас 38. В этом ряду вяжем такую комбинацию. 5 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5. Далее вяжем 1 убавку. Повторим так до конца ряда. 5 столбиков без накида плюс 1 убавка. И итоговое количество петель у нас должно получиться 36. Провязали. Следующий ряд 39. В этом ряду вяжем такую комбинацию. 4 столбика без накида. 2, 3, 4 плюс 1 убавка. Так мы повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 30. Провязали. Следующий ряд у нас 40. В этом ряду мы вяжем такую комбинацию. 3 столбика без накида. 2, 3 плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, новый ряд отметили, вытянем слегка петлю и на этом этапе наполним нашу игрушку наполнителем. Далее фиксируем глазки. Я уже это сделала. Сейчас расскажу, в каких рядах надо будет это сделать. Между рядами 33 и 34 на расстоянии друг от друга 5 столбиков. И продолжаем наше вязание. Следующий ряд у нас 41. В этом ряду мы будем ввязывать второй край каждого ушка. Итак, для начала и также в этом ряду мы сделаем 6 убавок. Для начала провяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Вяжем 1 убавку. Вяжем 2 столбика без накида. Подхватываем второй край ушка и прикладываем вот таким вот образом. Вот так вот берем. И теперь вот эти вот 2 крайние петли мы провяжем вместе
с головой игрушки. Сначала подхватим, вот она первая крайняя петля и вторая. Сначала подхватим вторую петлю. На голове игрушки мы сделаем убавку. Подхватываем 2 петли вместе за передние стеночки. Протягиваем через все это рабочую нить и довязываем. Подхватываем первую с края петлю на ушке, подхватываем петлю на голове игрушки и все это вместе провязываем. Далее по голове игрушки вяжем 1 столбик без накида, 1 убавка. Далее вяжем 2 столбика без накида, 1, 2, 1 убавка, 2 столбика без накида, 1, 2, 1 убавка, далее подхватываем край ушка. Здесь мы берем первую петлю от края на ушке, подхватываем петлю на голове игрушки и провязываем это все вместе столбиком без накида. Также подхватываем вторую петлю на ушке, вторая петля от края, петлю на голове игрушки, протягиваем рабочую нить и вяжем это все вместе. И в конце ряда нам нужно будет провязать последнюю 6-ю убавку. В этом ряду должно получиться 18 петель. Следующий ряд у нас 42. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 12. По ходу вязания дозаполним голову игрушки наполнителем. Провязали. Маркер можно уже убрать, он нам не понадобится. Вяжем последний ряд, 43. В этом ряду мы вяжем 6 убавок подряд. Провязываем по 2 петли вместе за передние стенки. Повторим так 6 раз, и итоговое количество петель у нас должно получиться 6. Провязали. Ниточку рабочую протягиваем и отрезаем ее, оставляя хвостик длиной сантиметров 10. И этим хвостиком стягиваем вот это вот отверстие. Как я это делаю, я подробно показываю в вязальном видео шпаргалочки. Ссылочку на это видео я оставлю в описании под этим видео. Далее пришиваем ушки к голове игрушки вот в этих вот местах, там, где у нас остались зазоры. Пришиваем с легким натяжением назад, чтобы ушки у нас вот так вот были торчком. Я это сделаю за кадром, думаю, вы без меня с легкостью с этим делом справитесь. Пришиваем неплюшевой пряжей, швейной иглой. И продолжим уже в следующей части. Поэтому, кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить 3-ю часть видео мастер-класса «Собачка Сибуина Лала Фанфан». Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!